Сегодня после новогодних праздников мы готовим квашеную капусту. Салаты уже все надоели. Хочется просто здоровой, полезной пищи. Квашеная капуста и картошечка. Для засолки капусту надо брать обязательно белокочанку. Я уже много пробовала, сейчас много сортов всяких гибридных. Они все такие получаются с зеленоватыми листьями. И думаю, она как-то немножко расквашивается, не такая хрустящая. А вот эта проверенная капуста белокочанная, вот это самое то, что нужно. На 3-литровую банку нужно 3 килограмма капусты покупать и полкилограмма морковки. И всего-то нужно капуста, морковка, соль и сахар. Соль обязательно каменная, поваренная, ни в коем случае не йодированная. Капусту начинаем шинковать как можно тоньше. Некоторые используют овощерезку для этих целей. Я не заморачиваюсь, я просто делаю вот такую тоненькую, и все. При этом процессе нужно хорошее настроение и чистые руки. Ну вот в таком вот плане шинкуем, отправляем в кастрюлю. На крупной терке натираем морковку. Если у нас 3 килограмма капусты, мы делим ее на 3 части, объем этой капусты, и в каждую часть добавляем 1 столовую ложку с горкой соли и пол столовой ложки сахара. И тщательно это все разминаем, чтобы она немножко дала сок. Капусту перемяли в кастрюле и начинаем укладывать в банку. И плотненько ее утрамбовываем. Значит, получается, на 3-литровую банку у нас 3 столовые ложки соли с горкой и около 2 столовых ложек сахара. Хочу еще добавить, что кочерышку я не выбрасываю. Был раньше в нашей юности такой диетолог Похлебкин. И вот он рекомендовал делать супы из кочерыжек. Я добавляю эту кочерышку туда же в капусту. Тру кочерышку на крупной терке. Что удивительно, кочерышки сейчас у капусты небольшие совсем. Я помню, когда мы в детстве жили на севере и огромными порциями делали капусту на специальных таких шинковочных ножах, кочерышки выбрасывались. Почему? Потому что это были северные кочерышки, а здесь южные кочерышки сладкие, вкусные, и они добавляют капусте пикантности. Ну вот последняя порция у нас капусты. Утрамбовываем толкушкой. Каждую порцию мы так трамбовали, и вот последнюю утрамбовываем, докладываем до самого верха. Если то, что вы заготовили, не хватило чуть-чуть, вы берете просто одну капусту, дошинковываете немножко и уже не соля, не добавляя ни сахара, ни соли, просто добавляете сюда капусту. Она и соль заберет, если вдруг лишнее немножко вам покажется, что оказалось, и создаст такую плотность. После того, как капусту утрамбовали, ставим ее на глубокую тарелку. И на глубокой тарелке она у нас будет 3 суток кваситься. Первый день она сок даст, вы этот сок сливаете, выливаете, он не нужен.
Протыкаете капусту длинным ножом до конца, аккуратненько, чтобы банку не разбить. Это на вторые сутки. А потом, значит, как появляется сок в тарелке, вы его снова туда заливаете. 3 суток она постояла, побродила, процесс брожения, и потом переносим ее в холодное место. Приятного аппетита, хорошего настроения, картошечку в духовку, и к этой капустке самое то нужно после всех этих майонезных салатов.